Ты слушаешь Радио Мария. «1 марта в прямом эфире на Радио Мария главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Вчера днем 29 февраля в результате нападения возле заправочной станции на Западном берегу лишились жизни 2 человека, погибшим 20 и 40 лет. Они оба находились в машине на заправочной станции за пределами населенного пункта. Именно тогда к ним подошел вооруженный преступник и открыл огонь. Нападавший был ликвидирован работником соседнего ресторана, который только вернулся из сектора Газа. Инцидент расследуется. Главные новости Израиля. Пресс-секретарь ЦАЛЯ Даниэль Агари заявил, что военные армии обороны Израиля открывали огонь в воздух в попытке разогнать толпу палестинцев, которые мчались прошлым утром к колонне с гуманитарной помощью в северной части сектора Газа. Во время этого инцидента в давке пострадало несколько человек. Цитирую. Прошлым утром ЦАЛЬ координировал движение колонны из 38 фур для оказания дополнительной гуманитарной помощи жителям северной части Газы. Эта гуманитарная помощь прибыла из Египта. Она прошла проверку безопасности на гуманитарном пропускном пункте в Израиле. Затем же поступила в Газу для распределения частными подрядчиками, говорит Агари. Пока эти жизненно важные гуманитарные грузы добирались до нуждающихся жителей Газы, некоторые люди по пути следования колонны набросились на фуры. Была давка. Жители Газы начали яростно толкать и затаптывать других жителей Газы, грабя гуманитарную помощь. В результате этого несчастного инцидента несколько жителей Газы лишились жизни или же были ранены. Вот факты. В 4:40 утра машина скорой помощи в составе гуманитарного конвоя начала двигаться по гуманитарному коридору, который мы охраняли. Да, ЦАЛЬ обеспечивает безопасность гуманитарного коридора, чтобы колонна с гуманитарной помощью могла достичь пункта назначения на севере Газы. Наши танки были там, чтобы охранять гуманитарный коридор для колонны с гуманитарной помощью. Наши дроны находились в воздухе, чтобы дать нашим силам четкую картину сверху, продолжает Агари. В 4:45 утра толпа устроила засаду на фуры с гуманитарной помощью, остановив колонну. Танки, которые охраняли колонну, увидели, как началась давка. Мы осторожно попытались разогнать толпу огнем в воздух. Когда сотни жителей Газы превратились в тысячи, ситуация вышла из-под контроля. Мы решили отступить, чтобы не нанести вред находившимся там тысячам жителей Газы. Армия обороны Израиля действует в соответствии с правилами ведения боевых действий и международным правом. Никакого удара ЦАЛЯ по колонне с гуманитарной помощью не было нанесено, говорит Агари. ЦАЛЬ проводил операцию такого рода последние 4 ночи без каких-либо проблем. Эта гуманитарная помощь была координирована Израилем для жителей Газы. Мы хотим, чтобы помощь достигла жителей Газы. Израиль не устанавливает ограничений на объем помощи, которая может поступить в Газу. Мы работаем вместе с гуманитарными организациями и международным сообществом, чтобы помочь им решить проблему распределения помощи внутри Газы. Мы признаем страдания невинных жителей Газы. Вот почему мы ищем пути расширения наших гуманитарных усилий. Именно поэтому мы проводим гуманитарные операции. Наша война ведется против Хамаса, а не против народа Газы, добавил пресс-секретарь ЦАЛЯ Даниэль Агари. Главные новости Израиля. Президент США Джо Байден обсудил трагический и тревожный инцидент на севере сектора Газа с лидерами Египта и Катара, а также пути обеспечения освобождения заложников Хамаса и 6-недельного прекращения огня, сообщает Белый дом. Напомню, что Хамас заявил, что более 100 палестинцев были лишены жизни израильскими войсками, когда они ждали доставки продовольственной помощи. Израиль опровергает эту информацию, заявляя, что многие из пострадавших были сбиты фурами с гуманитарной помощью или же пострадали в результате давки.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осуждает инцидент с доставкой гуманитарной помощи на севере сектора Газа, в результате которого, по словам террористов Хамас, 100 человек лишилось жизни, цитирую. «Отчаявшиеся мирные жители Газы нуждаются в срочной помощи, в том числе на осажденном севере, куда Организация Объединенных Наций не может доставить помощь уже более недели». Конец цитаты. Президент палестинской автономии Махмуд Аббас ранее назвал этот инцидент, цитирую, «уродливой резней», резней людей, ожидавших грузовики с гуманитарной помощью. Саудовская Аравия также осудила нанесение ущерба гражданскому населению на севере сектора Газа. Предоставление гуманитарной помощи палестинцам ставит под угрозу израильских солдат в секторе Газа, заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, цитирую. Вчера было доказано, что передача гуманитарной помощи в Газу – это не только безумие, пока наши заложники удерживаются в секторе Газа, но и подвергает опасности солдат Цааля. Это еще одна причина, почему мы должны прекратить эту передачу, сказал министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Напомню, что позже Цааль подтвердил, что солдаты произвели предупредительный огонь в воздух, а также по ногам тех, кто приближался к военным. Добавлю, что неконтролируемая толпа начала бежать в сторону не только фур с гуманитарной помощью, но и в сторону сил армии обороны Израиля. Далее к другим событиям. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он обеспечил свободу действий Цааля в секторе Газа, несмотря на давление со стороны мировых лидеров и мировых СМИ, что является беспрецедентным в истории государства и что кампания будет продолжаться до полной победы. «Я соболезную семьям погибших на заправке на Западном берегу», — говорит Нетаньяху. Также продолжает. «Давление с целью остановить войну против Хамаса растет, но мы будем сопротивляться этому. Благодаря нашим усилиям, несмотря на международное давление с требованием прекратить войну до того, как ее цели будут достигнуты, опрос Гарварда Харриса на этой неделе показал, что более 80% поддерживает Израиль среди населения США. Более 4 из 5 американских граждан поддерживают нас, а не Хамас. Эта широкая поддержка дает нам силы продолжать кампанию, пока Хамас не будет уничтожен. Вместе с Хан-Юнисом, где сейчас сосредоточены усилия Цааля, кампания будет посвящена борьбе с Хамас в центральной части Газа и Рафиахе. Некомбатанты будут эвакуированы, гуманитарные потребности будут соблюдаться, точно так же, как и международное право. Победа над Хамасом требует уничтожения всех оставшихся батальонов Хамаса в центре Газа и в Рафиахе. Израиль прилагает неустанные усилия, чтобы вернуть заложников домой. Это священная цель, говорит Нетаньяху. В любом случае, мы не будем капитулировать перед бредовыми требованиями Хамаса. Если мы капитулируем, нас здесь просто не будет. Худшее, что может с нами случиться, это всеобщие выборы в разгар войны, которые означают поражение в войне. У Цааля есть четкий план боевых действий в Рафиахе, в том числе по эвакуации гражданского населения. Этот план будет представлен всему военному кабинету. Отвечая на вопрос о том, что президент США Джо Байден, как сообщается, назвал Нетаньяху, цитирую, «засранцем» и сказал, что Нетаньяху ведет войну, руководствуясь политическими соображениями, Нетаньяху ответил, что Белый дом это отрицает. Были ли подобные высказывания или нет, на меня это не влияет. Отвечая на вопрос о попытках министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира ввести ограничения на молитвы для израильских арабов в комплексе Алякса на Храмовой горе во время Рамадана, Нетаньяху ответил, что была подготовительная дискуссия, на которой Бен-Гвир высказал свое мнение. «У нас будет дополнительное обсуждение в начале следующей недели. В конечном итоге мы обеспечиваем свободу вероисповедания в соответствии с условиями безопасности. У нас нет намерения останавливать мусульманскую свободу вероисповедания. Если бы Израиль не был суверенным на Храмовой горе, не было бы свободы вероисповедания для всех 3 религий. Я обсудил планы по вопросу службы в армии харидим с несколькими харидимскими депутатами.
Происходит изменение в их мышлении и понимание того, что мы должны перейти к другой фазе. Я оптимистично настроен на то, что мы сможем достичь соглашения. Что касается терроризма на Западном берегу, то с начала войны на Западном берегу мы ликвидировали почти 400 террористов. По поводу того, что меня критикуют, если я скажу «доброе утро», они скажут, что я оскорбил вечер. Нетаньяху говорит, что десятки миллиардов потрачены на обширную рекламную кампанию против него. Далее продолжает. «Я рад, что мы начинаем возвращать жителей Юга в их дома, а в здоровье школа начнется уже в воскресенье. Я надеюсь, что безопасность на севере будет достигнута дипломатическим путем, но при необходимости она будет достигнута и военной силой. Возвращаясь к выборам. Если мы продолжим войну, она закончится. Это моя цель. Сначала нам нужно добиться победы. Но если, напротив, Израиль проведет выборы, все будет парализовано. Наши враги только молятся, чтобы мы начали воевать друг с другом, а не с ними. Если есть кто-то с политическими целями или соображениями, то это те люди, которые хотят в разгар войны, на грани победы, подтащить государство к выборам, которые лишат нас этой победы и принесут нам поражение. Все это политические соображения, которые я не принимаю. Это мечта Яхьи Синвара, Хизбаллы и также Ирана. Они просто ждут выборов и моей отставки, сказал премьер-министр Нетаньяху. Добавлю, что на пресс-конференции премьер-министр Израиля не комментировал инцидент в секторе Газа. Напомню, что наша радиостанция получает анонимные угрозы от людей или же представителей партии, которые рассчитывали, что мы будем, как и все русскоязычные СМИ Израиля, поливать грязью законно избранного премьер-министра. Все материалы с угрозами будут представлены в правоохранительные органы Израиля. Мы знаем, кто вы, откуда и какие партии вы представляете. Не позорьте себя и страну. Добавлю, что во всех русскоязычных СМИ Израиля продвигается единственная методичка о том, что Нетаньяху виноват в нападении Хамаса на Израиль и должен уйти. Главные новости Израиля. Пока премьер-министр Израиля выступал с видеообращением, вечером в Тель-Авиве прошла акция протеста против войны в секторе Газа. В акции принимали участие около 500 человек. На некоторых плакатах, которые держали участники, было написано, что нужно положить конец геноциду или резне в Газе и положить конец апартеиду на Западном берегу. Министр обороны Израиля Йоав Галлант совершил поездку по северной части сектора Газа, заявив, что военные готовят свои действия в Рафехе и в районах центральной части сектора, где Цааль еще не действовал. «Мы приближаемся к Хамасу, мы готовимся действовать в Рафехе, а также в центральных лагерях, чтобы выйти на следующий этап», — говорит Галлант. «Мы используем информацию, полученную из архивов Хамаса. Есть огромные объемы информации, которую мы привезли из мест, куда добрались. Это компьютеры, жесткие диски и прочее. Вся эта информация расшифровывается, она используется для того, чтобы разрушить туннели и центры Хамаса. Война в Газе не закончится, пока Хамас не будет ликвидирован. Израиль пойдет на уступки только ради освобождения заложников, которые удерживает террористическая группировка». Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант. Тем временем в Москве проходит трехдневная встреча террористических группировок Хамас, Фатх и Палестинский исламский джихад. Представитель Хамаса по сообщению ТАСС комментирует, что продолжающиеся переговоры в российской столице подчеркивают необходимость национального единства, чтобы покончить, цитирую, с оккупацией и противостоять внешним силам, которые ее поддерживают, особенно Соединенные Штаты. «Нам нужно действовать, чтобы осуществить законное право палестинского народа на создание своего собственного независимого государства», заявили террористы группировок во время официальной встречи в Российской Федерации. Главные новости Израиля. 29 февраля сирена Цева-Адом звучала в некоторых районах Хайфы. Сообщается, что была выпущена ракета-перехватчик по подозрительной воздушной цели, а не из-за ракетной атаки из Ливана, как сообщалось ранее. В ЦАЛе добавляют, что цель была успешно сбита. Главные новости Израиля.
Продолжаются главные новости Израиля на радио Нария. Нам нужна ваша поддержка. Чтобы поддержать радио Нария, поставьте лайк этому видео, напишите свой комментарий, а также подпишитесь на наш канал. Не забывайте под видео нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий прямой эфир. Напомню, что на наш канал осуществляют атаки недоброжелатели. Чтобы не потерять связь с нами, подпишитесь на наш резервный YouTube-канал. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Если же мы не сможем выйти в эфир на основном канале, на котором вы сейчас смотрите эти новости, эфиры начнут выходить на резервном YouTube-канале. Правда, которую мы говорим, многим не нравится. Протестующий харидим, который пытался пересечь ограждение по периметру границы с сектором Газа, назвал солдата Цааля, цитирую, нацистом. Правда, через секунду уже извинился. Вскоре после этого десятки израильских протестующих пересекли границу Газы и прорвались через военно-контрольно-пропускной пункт. В Цаале утверждают, что демонстранты вошли в сектор Газа на полкилометра. К этой минуте это все новости. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже в воскресенье, 3 марта, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова с вами в прямом эфире. Шаббат шалом. До встречи.